Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем очередную серию нашего мега популярного сериала «Что происходит в его жизни прямо сейчас». И использовать я буду колоду Таро «Небо и Земля». Вы же, пожалуйста, сконцентрируйте свое внимание на вашем мужчине, визуализируйте его, назовите его имя. Я благодарю вас, мои драгоценные, за ваши лайки, за ваши донаты. Каждому, кто присылает мне такие бесценные подарки, низкий поклон. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши подписки, за любой способ поддержки моего канала, моей работы. Всех очень нежно люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Колода Таро «Небо и Земля». Неустойчивость. Одно событие сменяет другое, и непонятно, что будет дальше. То есть ветер перемен сейчас ворвался в его жизнь, и, дай бог, чтобы это перемены были хорошие, но мужчина не чувствует такой плотной, устойчивой почвы под ногами. Это могут быть хорошие перемены, только на благо ему. Однако же он чувствует себя несколько неуверенно, потому что он не понимает, в какую сторону дальше подует этот ветер перемен. А еще жизнь сейчас дает ему очень важные шансы на по-настоящему важные перемены для него. То есть возьмет он эти шансы в свои руки, использует или нет, это зависит, конечно же, от него, но сейчас небеса, высшие силы, Вселенная ему помогают для того, чтобы он каким-то образом свою жизнь изменил. Какие энергии сейчас окружают этого мужчину? Ну вот, видите? А он понимает, что перемены нужны, но у него очень много страхов, у него очень много сомнений, очень много комплексов, очень много блоков личных. То здесь мужчина, как я вчера говорила в раскладе, так есть и хочется, и колется, и мама не велит. То есть у него есть мощное, конкретное, огромное желание совершить какой-то мощный прыжок в своей жизни, перемены, но очень много страхов. И эти страхи могут его очень сильно блокировать. Так что шансы, конечно, есть, шансы судьба дает, но вот как это все отыграется в дальнейшем в жизни, непонятно пока, потому что мужчина боится, много страхов. Возможно, у него есть для этого причины. Что уходит из его жизни? Что, наоборот, вступает в свои права? И что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте-ка посмотрим. Ну, здесь все связано с работой, с его материальным состоянием. Здесь мужчина был недавно в состоянии в таком странном, как будто мало того, что у него мало что получалось, но он даже и не хотел особо ничего делать активно. Это касается денег, работы, вот чего-то в этих сферах. Потому что он опять-таки боялся, много страхов. Боялся, что наломает дрова, что сделает что-то не так, и ему было проще закрыться, было проще как-то отгородиться от всего мира и не совершать никаких активных действий. Однако сама жизнь заставляет его из-за этого забора выходить и начинать действовать. Так что и уходит, и приходит, в общем-то, энергетика перемен, да, то есть было некое болото, сейчас перемены эти стучатся в дверь, но дай бог, чтобы эти перемены осуществились действительно по-настоящему успешно, и чтобы он взял инициативу в свои руки. Но ему придется это сделать, и связано это именно с работой, с его материальными делами. Думает ли о вас этот человек? Да, конечно, думает нежностью, думает о вас с любовью. Думает о вас как о любимой, о нежной, о желанной женщине. Очень эмоциональной, красавице, щедрой. Такая, знаете, вы для него, он прям завис в мыслях о вас. Вы дарите ему самые прекрасные, самые романтичные, самые свежие, позитивные, чудесные энергии, эмоции этому человеку. Давайте эмоции еще посмотрим. Эмоции какие испытывает. Ну, что-то как-то он злится на вас, может думать, что вы злитесь на него. Здесь у вас могло произойти или выяснение отношений, или же какая-то ситуация не очень хорошая. И он об этом или вспоминает, или это происходит с вами прямо сейчас. То есть что-то у вас, может, контры у вас какие-то, вы сейчас с ним в напряженных отношениях. Или же, возможно, в прошлом что-то такое было, о чем он сейчас думает.
Он об этом вспоминает и испытывает очень такие тяжелые, неприятные эмоции по этому поводу. Здесь так. Что его волнует? Что волнует этого человека? Что именно? Какая-то история, которая уже осталась в прошлом, но она связана с душевной болью. Это, конечно, отношения, да, возможно, с вами. Вполне возможно. Но здесь душевная боль, здесь душевная прям рана открытая. И это нежные, прекрасные эмоции, чувства, которые он испытывал в прошлом, но потом произошло нечто, что по-настоящему ранило его сердце. Вот это его сейчас и беспокоит. А что он скрывает от вас, а вам надо было бы знать? Ну, во-первых, что он очень гордый, порой прям зашкал происходит в сторону гордыни конкретной. А во-вторых, то, что он, в принципе, обожает вкус победы, и для него очень важно быть лидером во всем, в том числе и в любви. Он это не показывает открыто, но это действительно так, это от вас скрыто. А еще он может скрывать от вас какую-то свою удачу, какую-то свою победу. В чем-то он мог преуспеть, но вам это неизвестно, это скрыто от вас. А что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит, что он любит вас. И что это очень искреннее чувство, и что эти чувства переполняют его сердце. Вот это он хотел бы вам сказать. Люблю тебя всем моим сердцем. Почему не говорит? В чем проблема? Ну, во-первых, он в этом смысла почему-то не видит. Возможно, вы расстались, или, может быть, у вас действительно отношения сейчас не на самом лучшем уровне находятся. Он не видит особо в этом смысла вам это говорить. Вот, поэтому и не говорит. Надо же. Нет слов просто у меня. Одни нецензурные выражения по этому поводу. Ладно. Говорит ли с кем-то о вас? Если да, то что? Периодически может говорить. Периодически, не постоянно, не каждый день, но периодически этот мужчина о вас может говорить. И какие это слова? Что любит вас? А с кем может говорить об этом? Покажет нам с мужчиной. Угу. Есть в его жизни мужчина, король мечей вышел, здесь такой здравомыслящий, хладнокровный товарищ. Как знаете, в фильме 3+2 Сундуков был. Вот кто-то вроде этого. И он с этим мужчиной делится. Делится тем, что происходит между вами, и он ему говорит, что он вас любит. То есть у него такое доверенное лицо, поверенное в его дела сердечные. Наблюдает ли за вами? Интересует ли его ваша жизнь? Да, интересует и, скорее всего, наблюдает, но, знаете, он ревнует. Во-первых, ревнует, а во-вторых, у него вообще такие достаточно конфликтные энергии переполняют его, когда он или начинает искать информацию о вас, или же предвкушение, что он сейчас что-то увидит, что-то обнаружит, что-то услышит, допустим, что у вас другой мужчина, ему придется ревновать, или еще что-то. То есть та информация, которую он о вас может получать, она не так уж его и радует, она, наоборот, вызывает в нем бурю эмоций, и не всегда самых позитивных. В эти дни, вчера, сегодня, завтра, когда проснулся, была первая мысль о вас? Да, более того, он когда проснулся, может быть, от эротического сна проснулся, в котором вы участвовали очень ярко, а здесь с желанием он проснулся. Конечно, первая мысль была о вас, и вот именно с желанием интимной связи с вами. Вот утром было так. Вечером, когда засыпал, думал о вас. В течение дня... Вечером он скучал, в течение дня тоже скучал по вам, девочки. Если вы в расставании, ему очень плохо без вас. Если вы в расставании, значит, мужчина сейчас осознает, что он действительно вас любит. Я, кстати, редко это говорю, потому что это вот реально редко выходит в раскладах. Но сегодня история такая. А если вы в расставании, значит, он скучает по вам и осознает, что любит вас. Если вы продолжаете с ним общение, значит, ему просто без вас плохо. Когда вас рядом нет, у него есть ощущение какой-то потерянности. Ему хочется, чтобы вы были рядом. Сегодня мысли такие у нас. Вчера, сегодня, завтра, вернее. Как у него обстановка дома? Если вы живете в разных домах, что у него там такое происходит? Как обстановка? Ну, у него идет активное общение. С кем общение? Давайте-ка посмотрим. Ну, тут не женщины, скажу я вам. Или друзья, или же, если у него есть дети, и он живет с детьми, он может с детьми общаться, заниматься с ними, играть, там все что угодно, разговаривать. Если детей нет, значит, он может общаться с друзьями, с кем-то, с какими-то людьми, которые
ему приятны. То есть идет активное общение, переписки, общение. Вот так нам показывают сейчас. Или если есть дети, то тогда и к детям это относится. Теперь переходим к вопросам для тех, кто сейчас находится в расставании. Этот мужчина хотел бы вас вернуть сейчас? Я не могу сказать, что нет. Скорее, да. Но так тяжело ему на это решиться. Смотрите, какую охапку дров тащит здесь этот человек. Надо бы сбросить ее с плеч, а он не может ее сбросить. Но это его ноша, он ее будет нести дальше. Поэтому да, хотел бы, как бы сложно ни было, хотел бы, но ему тяжело сделать первый шаг. Очень тяжело. А можно ли от него ожидать все-таки действий? Через некоторое время, да, девочки. Здесь мужчина даже планирует действовать в вашу сторону. Планирует сделать первый шаг, поэтому вполне высока вероятность того, что действовать он будет. А ждет ли он от вас действий? Спорный вопрос. С одной стороны, да, страстно хочется, чтобы вы позвонили, написали, очень хочется. А с другой стороны, особо и нет. Потому что... Не особо нет. А с другой стороны, спорный вопрос. Он не совсем уверен в этом. А сделаете ли вы первый шаг и... будет ли это хорошо, если вы сделаете первый шаг? Вот так. Если он уже появился, вчера, сегодня, завтра, или появится в ближайшее время, это искренние энергии или что? Да, это искренние энергии, можете не сомневаться. Если у вас семья, значит, он хочет восстановить семью. А если нет, то значит, он вполне возможно хочет с вами создать семью или просто быть с вами. Вы для него представляете очень большую ценность. Вы его сокровище. Да, вполне возможно, именно в расставании он это и осознал. Но здесь точно искренняя энергия. Если, кстати, у вас еще материальные какие-то дела с этим мужчиной, конечно, могут влиять еще и материальные дела, но все равно это искренняя энергетика. Это не обман с его стороны. Как он считает, вы к нему относитесь сейчас? Думает, вы очень много о нем думаете. А еще здесь... У мужчины такие есть мысли, что вы немножко его приукрашиваете в своих мыслях, что он, возможно, недостоин такой высокой оценки вашей. И он это осознает прекрасно. Прекрасно осознает. Но, по крайней мере, он думает, что вы постоянно с мыслями о нем. И где-то в чем-то иллюзорно его видите. Вот сейчас у него такое отношение к вопросу о том, как вы к нему относитесь, что вы к нему чувствуете. Если вам предстоит некая дата, с которой вам его нужно поздравить, а этот мужчина с вами в расставании сейчас, вы не вместе, стоит ли это сделать? Ну, здесь вам решать, делать это или нет. В общем-то, вы сделать это можете. С одной стороны, конечно, это такой аркан очень самолюбивая женщина, которая на поклон не пойдет. И тем более, если была унижена, если была обижена, к примеру. Да? С другой стороны, это великодушная женщина, очень мудрая. Поэтому смотрите, взвешивайте все за и против, стоит вам это делать или нет. Но в любом случае сделать это надо с подчеркнутым чувством собственного достоинства. То есть не падать на колени перед этим мужчиной, а как-то так, подчеркнуто. Тепло пускай будет, но строго. И довольно так вот как бы ограничено, если можно сказать, без лишних слов, без лишних эмоций и с четко подчеркнутым чувством собственного достоинства. Здесь выходит так. Если вы уйдете сейчас, его реакция. Ну, он не захочет вас отпускать, это точно. Он даже может какие-то действия осуществить для того, чтобы вас удержать. Но он не будет хотеть, чтобы вы ушли. Он даже и верить в это особо не будет. Отпускать вас не захочет точно этот мужчина. То есть он не скажет вам сейчас с катертью дорога. Может быть, он вообще ничего не скажет, но знаете, что он вас не отпускает. Соответственно, что-то может и делать в этом плане, чтобы вас не отпустить. А какая лучшая тактика поведения сейчас ваша с вашим мужчиной? Мир. Вам нужен мир, гармония. В первую очередь с самой собой. И с ним, конечно. Смотрите, если вам совсем плохо в этих отношениях, вы понимаете, что это постоянный абьюз, вы понимаете, что ну все уже невозможно просто дальше, хоть и залипли на нем, то эту историю надо завершать. Именно в этом случае вы сможете, конечно, не сразу, конечно, будет непросто, но вы сможете обрести мир и покой в своей душе, гармонию с собой. Если же вы продолжаете отношения с этим мужчиной, и вас тоже много что беспокоит, вы не чувствуете себя счастливой,
В любом случае здесь идет вопрос именно об обретении гармонии. То есть как-то по-другому посмотреть, что ли, на эти отношения, настроить себя иначе, постараться не злиться, не накручивать себя, постараться, возможно, войти в его положение, к примеру, да, в том случае, если это не абьюз. Если мужчина просто, извините, издевается над вами, обесценивает отношения, то эту историю надо закрывать. А если же вы понимаете, что просто у вас некие недопонимания, но есть любовь, да, то, значит, просто постараться поработать еще над своим состоянием, над гармонизацией своего внутреннего состояния, тогда вполне возможно станут налаживаться отношения с ним. Но в любом случае это аркан мир. Скандалов здесь, выяснений точно не нужно. Это ничего не даст. Абсолютно. Ну и давайте я еще спрошу, задам один вопрос. Если у вас некая дата вскоре, с которой он вроде бы как должен вас поздравить, собирается ли он вас поздравить? У всех по-разному. Верховная жрица, здесь скрытая информация. То есть четкой информации нет. Получается, для части аудитории да, для части нет, возможно. Есть ли вероятность того, что все-таки он поздравит? Ну, тоже 50 на 50. Видите, как выходит? Сегодня ответа на этот вопрос особо нет. Для 50% да, и планируют, и поздравят. Для 50%, ну, сегодня вот так вышла информация. Вот так. Так что, девочки, надежда здесь, конечно, есть, но она 1 к 1. 1 к 1. Ну что, теперь будет вопрос для тех, у кого есть соперница. К большому сожалению, но так бывает. Если есть соперница у вас, что у него с соперницей сейчас? Там женщина требует прекращения отношений. Для того, чтобы сохранить их отношения, она требует, чтобы этот мужчина закончил историю с треугольником, чтобы он расстался с той женщиной, которая есть кроме нее в этом треугольнике. Будь то вы, будь то еще кто-то, треугольник, четырехугольник, уж не могу это точно сказать, но ее категорически не устраивает состояние такое, и она от него просто этого требует. Для того, чтобы сохранить отношения и дальше, чтобы вместе им быть, вот она ему прям может так говорить: если ты хочешь дальше быть со мной, то давай заканчивай. Выходи из этого треугольника, то есть отсекай третью грань этого треугольника. Здесь практически даже в ультимативной форме может быть сказано женщиной. Вот эта информация преподнесена вашему мужчине. Так что сегодня вот так. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, нежно обнимаю. Желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.